User DY, можно ли считать реализованным дар или талант художника, который продает свои работы задешево? Логика в том, что талант должен обеспечить художнику безбедное существование. Ну, если нет денег. У Врубеля Михаила Александровича не было денег, что задешево продавал. А деньги были, задорого продавал. То есть логика очень простая. Реализация дара, она никак не связана с получением, я не знаю, вознаграждения. Ну, соловей поет. Что? Он не может не петь. У него инстинкт такой. Природа просыпается, и он поет, подружку свою зовет. Разве можно сказать, что дар его песнопения не реализован? Поэт стишки, стихотворения, мне сказали, стишки нельзя называть, сочиняет. Но же, если он о деньгах начнет думать, пиши пропало. Для него весь мир – это игра слов, рифмы везде маячат. Это же наслаждение. Разве можем мы сказать, что дар его не реализован, потому что задешево он там продает? Или вообще не продает, складывает в стол свои стихотворения, сам вечером читает любимый или возлюбленный, или перед зеркалом просто себе. Это хорошо, когда за произведение ваши деньги платят, но это уже другая история. То есть сочинение, живописание и продажа – это две разные вообще области. Хорошо, когда художник пишет, галерея продает. Идеально. Просто идеально. Ему не нужно ни о чем думать, они там делят свою прибыль пополам, и все довольны. Можно ли сказать, что у Коровина, например, Константина, не был реализованный дар, потому что он уехал, когда во Францию. Не покупали его работы вообще. Там они своих импрессионистов покупали. Зачем им пришлый какой-то? Он начал книжку писать. Из-за этого, кстати, ему Шаляпин помогал. Ну, чтобы заработать. И она тоже не продавалась. Но и книжка в итоге есть, куча работ потрясающих, которые сейчас по всему миру в Третьяковке висят. Нереализованный дар Коровин? Реализованный. Здравствуйте, Вячеслав. Здрасте. Я с Германии. Сегодня услышала вас ответ на мой вопрос. Очень удивилась, спасибо вам. Вы собираетесь в Германию в горы рисовать? Я вас жду. Я собираюсь в Прованс с 29 июня по 4 июля. Будет класс, записывайтесь, информация на сайте. Там же есть информация о классе на озере Гарда в Италии в октябре. Меня пригласили в Швейцарию следующей весной. В апреле, по-моему, я попозже расскажу, где. Это недалеко от вас, может быть, вы туда приедете. Светлана БТ, здравствуйте, жду вебинар. Будет ли он в записи? Будет, так как смотреть у нас полночь уже. Вопрос по гуаши. Чем достаете из баночки? Есть такой специальный мастихин, кругленький такой, как ложечка, лопаточка, круглая только. Вопрос, так, кисть много на себя берет краски? Ну да, кистью не надо, она засоряет все. Здесь специальный мастихинчик. В гуаши, наверное, в гуаши нет такой палитры цветов, как в масле. Нет, профессиональная гуашь очень хороша. Там много цветов сейчас, просто волшебство. Если у вас урок, выполненный гуашью, есть темперой. Это очень близко, просто тот же самый пигмент, больше клея. Темперой, посмотрите, обнаженка, у меня, по-моему, 2 или 3 урока, выполненные темперой. Причем один из них портретный, очень интересный. Обратите на него внимание. Называется «Трубка мира». Я писал индейца. Ну, в костюме индейца. С перьями, значит, человеком. Можно ли писать гуашью большие форматы? Да, конечно, можно, чего ж нельзя. Но лучше темперой. Она все-таки и храмы расписывает. Она такая устойчивая краска. И на холсте можно писать. Ну, посмотрите. Портрет Гиршман Серова написан темперой, в Третьяковке висит. Конечно, можно. Дота Шоу. Здравствуйте, а вебинар будет бесплатный? Бесплатный будет вебинар 22 мы запланировали мая в 21 час вечера по Москве. Записывайтесь на вебинар, регистрируйтесь на сайте.
Там я подробнейшим образом расскажу о программе курса, который я задумал. Он состоит из 5 уроков. И 1 урок бесплатный мы с вами выполним прямо на вебинаре. На вебинаре готовьтесь к этому. Понадобится карандаш и бумага. User ER всегда хотела спросить у настоящего художника. Сейчас очень много рисуют хороших работ. Но почему раньше, очень давно-давно, опять же, это мое мнение, картины – это шедевры. Художники гении были, и работы высочайшего уровня сейчас так не рисуют. Пытаются повторять, подражают, но не то. Не то. Я так не считаю. Я считаю, что то. Просто искать нужно. Может быть, вы не там. Ищите. С другой стороны, конечно, вы правы в том, что все развивается, искусство развивается. По кривой дороге пошло оно, на мой взгляд. Но, с другой стороны, вот вершина, да? К ней же ведут очень много тропинок с разных сторон. Есть через скалы кто-то лезет, кто-то по пологой плоскости идет. Но все равно там разряженный воздух, они достигают вершины. Кто-то с меньшими затратами, трудностями, но дольше идет. Кто-то по скалам, но быстрее. Но они рискуют сорваться вниз. Ну да, много на рынке работ, выполненные людьми, которых я бы и художниками, наверное, с большой натяжкой назвал. Или вообще не назвал. Ну, представьте, человек, извините, нагадил в баночку и написал там свое имя в баночку. Значит, это вот дерьмо такого-то художника. А кто-то вообще продает в баночке запах, например, Санкт-Петербурга. Я не помню, какого-то города запах в этой баночке. Но это недешево стоит, вот это вот, все эти баночки. С запахом и без запаха. Ну, не запах Петербурга, а воздух Петербурга, конечно, я, наверное, оговорился. И смотришь на эту баночку, ну, это вообще бред собачий. У тебя баночка лежит, да? Ты будешь смотреть и думать, блин, это же воздух настоящего Санкт-Петербурга. Там, в баночке. Да, ведутся. Наверное, людям это нужно. Но посмотрите, у меня, например, в Инстаграм есть такая страничка, как она называется, аккаунт, называется Painting the Best, с нижними подчеркиваниями. Ну, там я выкладываю работы современных, в том числе художников. Среди них тоже есть гении. Правда. На мой взгляд, я ж выкладываю. Ну, а если среди вас есть те, кто со мной не согласен, напишите почему. Почему сейчас работы хуже, чем давно-давно. Светлана БТ. Еще вопрос, как начинающий. Надо ли делать выкраску красок в различных сочетаниях, чтобы потом хоть приблизительно запомнить их в смесях. Иначе долгое время тратится на поиск нужного цвета, или это процесс поиска постоянный. Вы-то уже знаете, что с чем и что получится. Ну, в принципе, знаю. Но это не обязательно, конечно. Ну, может помочь. Если вам хочется сделать эти выкраски, мы, конечно, в Строгановке делали такие выкраски на первом курсе. Но если хочется, сделайте, чтобы почувствовать, как цвет развивается. С другой стороны, если вы много пишете, то опытным путем вы сами начинаете чувствовать сочетание цветов, как они себя друг с другом ведут. На этом курсе мы будем писать один показанный вами мотив, или каждый возьмет свой мотив. И так можно. Приветствуется, что речь о вебинаре и о курсе, который я буду о нем говорить на вебинаре. Да, можно будет писать свой мотив или мой мотив. Ну, предпочтительно, конечно, если вы будете свой писать, потому что с натуры писать всегда, ну, глаз-то видит больше деталей, чем в телевизоре. Но у кого нет такой возможности, значит, с того, что тот мотив, который я буду показывать.
В конце этого видео будет ссылка на ролик 743 «Живопись, пейзаж, не формат». Надеюсь, что будет интересно. Посмотрите его, не забывайте про лайки, про поддержку канала, что еще реплики, вопросы, комментарии, подписки.